После того, как мать Романа Протасевича заявила в СМИ о том, что ее сын, возможно, находится в больнице в критическом состоянии по причине проблемы с сердцем, сразу же появилась реакция МВД. Они заявили о том, что Роман находится в СИЗО Новоладарского, и в подтверждение этому опубликовали видео, где он говорит, мол, проблем со здоровьем никаких у него нет, и отношение силовиков к нему максимально корректные и по закону. Однако внешние признаки Романа говорят об обратном. И наша редакция, и сами родители похищенного главреда телеграм-канала «Беларусь головного мозга» заметили, что на лице Романа грим, который скрывает следы пыток. А фраза «даю признательное показание» лишний раз подчеркивает, что их из него выбивают, так как, по словам его матери и друзей, добровольно он никогда бы этого не сделал. Тем временем видео с избитым Романом режимные СМИ зачем-то пустили в рекламу на Ютубе. В свою очередь, все мировое сообщество осудительно высказалось в адрес нелегитимного и уже начало предпринимать конкретные шаги с целью давления на него. К примеру, саммит ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям полеты в ЕС, а также призвал авиаперевозчиков Евросоюза отказаться от полетов над территорией Беларуси. Их реакции не пришлось долго ждать, поэтому небо над нашей страной сейчас выглядит так. Мировые СМИ называют Лукашенко международным террористом. Некоторые страны меняют красно-зеленый флаг на БЧБ, а ЕС рассматривает варианты санкций, направленных на ограничение экспорта из Беларуси. Вполне возможно, что даже белорусскую команду по хоккею отстранят от участия в чемпионате мира, который проходит сейчас в Риге. И даже Хамас осудил официальный Минск за вовлечение в конфликт между Палестиной и Израилем, историю с задержанием Романа Протасевича. Сегодня в Могилеве был оглашен приговор по делу Павла Северинца и активистов Европейской Беларуси. Все обвиняемые в организации массовых беспорядков получили от 7 до 4 лет лишения свободы. Итого 40 лет неволи на 7 фигурантов. Суд проходил в закрытом режиме. Об его итогах сообщила Генпрокуратура. Стоит отметить, что Павла Северинца задержали еще в июне прошлого года, задолго до августовских событий. При этом изначально известному политику и писателю инкриминировали участие в массовых беспорядках, под которыми незаконная власть подразумевала выступление на легальных предвыборных пикетах. Сначала Павла осудили по народной статье 2334, однако суток он так и не вышел. Еще одну активистку Европейской Беларуси, редактора впоследствии признанного экстремистским телеграм-канала «Моя краина Беларусь» Ирину Счастную, осудили на 4 года колонии. Помимо этого, самые жесткие приговоры получили Евгений Афнагель и Андрей Вонич по 7 лет колонии усиленного режима. Павел Юхневич, Максим Винярский и блогер Дмитрий Козлов получили по 5 лет колонии. Приговоры еще не вступили в силу и могут быть обжалованы. Однако, как показывает практика, так называемое белорусское правосудие остается слепым к вопиющим нарушениям прав людей, которых оно обязано защищать от произвола потерявшего всякую связь с реальностью узурпатора власти. На этом печальные новости, увы, не заканчиваются. По неподтвержденной информации, полученной от людей из медицинского круга, которые пожелали остаться анонимными в целях собственной безопасности, блогершу Ольгу Токарчук, задержанную 19 мая, удерживают в новинках и пичкают психотропами. Женщина проходит по 3 уголовным статьям: оскорбление судьи, клевета в отношении сотрудника избирательной комиссии, а также организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок или активное участие в них. Отец блогерши раньше тоже работал в милиции. И по его словам, то, что происходит сейчас в нашей стране, не укладывается у него в голове. Как из матери 2 несовершеннолетних детей, которая вела безобидные стримы за домашним компьютером, сделали настолько опасного преступника. Если вы вдруг можете подтвердить или опровергнуть информацию о местонахождении Ольги Токарчук в новинках, напишите нам, пожалуйста, в бот, который вы видите сейчас на своих экранах. После воскресного захвата самолета оккупационный режим окончательно перешел в статус международной террористической организации. Захват заложников так называемыми госслужащими становится чуть ли не ежедневной практикой. Так, сегодня стало известно о том, что силовики намерены удерживать родных журналистки Белсата Арины Малиновской, пока она не приедет в Ленинский РУВД Минска. Однако женщине пришлось выехать из Беларуси после того, как в прошлую субботу в столичную студию независимого телеканала ворвался ОМОН. В тот день были задержаны 3 технических работников программы «Каждый из нас». Случившееся стало продолжением массированной атаки на независимые СМИ, начавшиеся с захвата сотрудников популярного портала Тутбай. По сообщениям представителей Белсата Арине Малиновской в Телеграм позвонил следователь, который сказал, что один родственник журналистки уже задержан, и силовики выехали за ее бабушкой и дедушкой. Очевидно, на наших глазах происходят события, аналогов которым нет в мировой истории. Похищение людей, подставленные на государственный конвейер, это очередное ноу-хау нелегитимной власти, которая в считанные дни сумела превратить целую страну в фашистский концлагерь.
то время как в Беларуси практически назревает гуманитарная катастрофа из-за массовой миграции высококвалифицированных специалистов, в том числе и медиков, нелегитимная власть продолжает увольнять неугодных. Телеграм-канал «Белые халаты» сообщил об увольнении из 11-й больницы Минска врача оториноларинголога Анны Кривко. Причиной этому стала ее гражданская позиция и несогласие с происходящим в нашей стране произволом. Кроме того, из больницы планируют уволить еще 5 медиков, и все по той же причине. А мы, в свою очередь, хотим напомнить, что для помощи пострадавшим от репрессий медикам был создан Белорусский фонд медицинской солидарности. Для связи с ними нужно оставить заявку на сайте, адрес которого мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Берегите себя и живи Беларусь!